Любителям подписываться на мой телеграм привет, а остальным завоз денег на бусти. Времена сложные, поэтому не забываем подписываться на все, что только можно. Желательно на телегу. Лайк, подписка, комментарий. Поехали! Путь предстоит не близкий. В деревню у подножия горы. Нашему горемычному Танжера нужно продать побольше угля, чтобы было на что прокормить семью. То отец кис, а остальные родственники мать и ребенки. Именно их я даже вам не скажу, все равно вы знаете, все равно они откиснут. В селе все естественно рады, натуральный помощник пришел, и конфликты разрешит, и дверь починит, и уголь в итоге скупили. Поздравим! Можно даже бесплатной ночевкой у старого знакомого. А то ночью в гору идти опасно, мало ли медведь встретится, или того хуже, демон. На утро, что вы думали? Чуйка ГГ сразу дала знать, лишний запах где-то рядом. И вы представляете, владельца духов уже не сыскать, а вся семья, то есть, порезана. Пульс только у Незука, значит нужно скорее тащить ее до деревни, чтобы доктор успел вылечить. Неблаго, по пути горемычная начала брыкаться, бодаться, а потом и того хуже. Набросилась на брата, да как начала слюни пускать, клыки отрастила, кусать хочет, одним словом, демон. Другим словом, Тамиока. Охотник на демонюк пришел, понимаете, выполнить работу. Ему в целом без разницы, кто кому родня, гниль есть гниль. Оставлять обращенного человека в живых категорически неприемлемо. А дальше вы знаете, сопли, слезы, слюни, мерзость, плюс ловкая попытка попасть в противника топором. Спойлер, Раскольникова отключили. Случился инструментальный промах. Ладно. Таймскип. Проснулись, улыбнулись, наставления выслушали, придется идти куда-то, искать кого-то, кто может быть, если повезет, даже поможет. Удачи. Правда, чтобы идти днем, придется почти бесплатную корзинку подлатать, а то солнечные лучи для демонов губительны. Незука вон даже смогла уменьшиться в размерах, чтобы залезть в короб. Ну и все, путь, дорога, очередные годы, идти далеко, долго, можно и в храме остановиться, где вы представляете, опять снова тоже пахнет кровью. Очевидно, демон. К счастью, горемычная поделила туловище с головой надвое буквально одним пинком. Только, кто бы мог подумать, от такого чудища не скисло и даже говорить продолжила. Откуда берется звук без легких и диафрагмы? Не знаю, пишите в комментарии. А ребятки пока дотанцуют с туловищем, вернутся к голове и даже с масочным дедом Урахадаки встретятся. Носатый, к слову, нерешительностью парня недоволен. Ладно, все равно уже солнце взошло и все само разрешилось. Поздравим, помянем и в путь. До дедовской лачуги добрались, пора Незука спать оставить, а самим дальше в гору пойти. На вершине Танжера ждет первое испытание. Тупо спуститься обратно до рассвета, конечно, не без травм, но в конце концов миссия выполнена успешно. В честь такого можно даже оформить флешбэк с птицей и письмом от Тамиоки о каком-то потенциальном кандидате в преемнике с демонической сестрой, который даже не совсем слабый. Получается, повезло. Из важного. Оказывается, есть целая организация истребителей демонов, которые испокон веков делит зверюк на все натуральные числа. Правда, не всегда успешно. Если противники быстро регенятся, то вот сами человеки откисают. То есть текучка кадров требует постоянного притока новобранцев, которых нужно тренировать, чем, собственно, всякие деды и занимаются. Значит, пора трениться, бегать, прыгать, махать, дышать, под водопадом стоять и прочие спортивные премудрости. Так и прошел целый год. Урахадаки всему, что знает, горемычного обучил. Настало время последнего экзамена, который решит, сможет ли Танжера пройти математический тест на делителя демонов. Задача простая — разрубить валун. Попытки, пытки, трайхарды, прошло еще полгода. И тут, представляете, откуда ни возьмись, взялся некто в маске, говорит, мол, ГГ тупо слаб. А ну и ясно, еще молодой из уроков не усвоил, все делает неверно, нужно трениться усерднее. Даже подруга масочника готова помочь, заняться повторением пройденного материала, ну и все. Спустя еще 10 месяцев, наконец, новый бой, успешный замах, взмах, маска слетела, помощники пропали, камень поделен. Поздравим! По поводу праздника, можно даже подкрепиться, постричься, с сестрой попрощаться, маску получить и попросить Урахадаки передать привет помощникам. Откуда Танжер узнал имена скисших бедолаг, дед не знает, чертовщина не иначе. Что до главного экзамена, проходить будет на горе, по периметру окруженной вечно цветущей глицинией, чудным деревом, которое демоны на дух не переносят, а о нем даже, представляете, пару раз Дэвис Тайтл вспомнят. Из тотально важного, помимо мелких демонюк имеется еще какой-то большой, мощный, еще и говорит о 50 жертвах, среди которых 13 учеников Урахадаки, которых с потрохами выдали маски, так что даже потрохов от бедняк не осталось. В том числе среди жертв чудной мальчик со шрамом и его подруга. Благо Танжера, знаете, разрубил самый каменный камень, так что и прочную шею демонюги тоже сможет, точнее, уже смог. Снова поздравим, можно даже подпиской и лайком. Тем временем миновала неделя, тест завершен, из дюжины участников аж 5 выжило. На то, что здесь 4 внимания не обращайте, потом поймете. Всем присвоен низший ранг и право выбрать металл для будущей мощной катаны. Таймскип. Горемычный домой добрался, с сестрой встретился, лекцию от деда выслушал. Оказывается, среди демонов самые мощные модные обладают магией крови и способны колдовать всякую арифметику в прямом эфире. Но не подумайте, Незука спит, нет астрологических премудростей, а потому что восстанавливает силы вместо обедов питательными людьми. Ладно. Спустя еще пару недель можно и кузнеца встретить, и наконец собственный меч получить. Материалы чудные, клинок должен принять окрас в зависимости от владельца. Ну и вы представляете, у молодого лезвия
стало черным. Одобряю. Извините. Далее по плану работа, труд и собственное истребление демонюк. Первое задание — беда с пропадающими в какой-то деревушке женщинами. Из важного: Танжера планирует вернуть сестре человеческий вид, и потому нужно вечно таскать ее с собой. Тем более, мало ли, попадется тот самый единственный модный демон, способный своей кровью обращать других человеков в себе подобных. Звать его, если вдруг, Мудзаном. Что до похищенных девушек, так то действительно дело рук демонюги. Причем не простого, а тройного, еще в каком-то личном болоте плавающего. Благо, понимаете, одному танцевать не придется. Незука может помочь, а все из-за дедовского гипноза, который внушил молодой, что все люди — это семья, а тех, кто нападает на родных, нужно дезинтегрировать. Ну и ладно, нужно так нужно, на сестре охрана бедолаг, а брат, так и быть, прыгнет в лужу. Чудную водную бездыхательную стойку применит, наружу выпрыгнет и все. То есть демон поделен. Правда, рассказывать ничего ни о ком он не собирается, боится. Обидно, досадно, но не до того, потому что уже, понимаете, очередная новая миссия. На сей раз в городе, где, ну кто мог подумать, по чистой случайности, пока горемычник кушал лапшу, рядом пронесся запах Мудзана. Ну, Танжера с места сорвался, побежал. И, так вот, действительно гнилая гниль. Правда, что с ребенком на руках и женой, представляете, человеческого роду? Как так вышло? Пишите в комментарии. А ГГ пока разберется только что с новообразовавшимся демоном. Жаль, делить на людях как-то неправильно. Еще и полиция на подходе, еще и чудные лепестки вокруг летают. В общем, Мудзан упущен, зато напротив образовалась Тамайо, которая демон, но при том еще и врач, и даже готова пару-тройку вопросов после съеденной миски супа оформить. Старуха, оказывается, питается только донорской кровью, а человеков не ест. И то подобные приколы доступны лишь благодаря нескольким чудным манипуляциям собственным телом. А по поводу помощника, так это она его сама обратила в демона, потому что бедолага был неизлечимо болен. Выходит, представляете, не только Мудзан может обращать людей, тогда наверняка и способ обратной трансформации имеется. И представляете, да. Ладно, вру. В том просто по неведомой причине уверена Тамайо. Но самого лекарства пока что не имеется, потому что нужно детальнее вопрос изучить. Проще говоря, требуются образцы демонической крови, желательно из ближайшего окружения того, кто всех обратил. И вы представляете, далеко идти не придется. Вон по душе героев гниль уже пришлепала. С глазами, мечами и готовностью делить. Еще и представляются самыми близкими Мудзана, входящими в 12 лун. Мощных, сильных, прямо как самый гнилой гнилец. Значит, бой будет сложным, тяжелым, проблематичным. Тем более, все рушится, летает, ломается. Одним словом, резня. Ладно, вру. Вон Танжера благодаря помощи молодого уже стрелки направленные видит, все приемы вспоминает, и того лучше минус голову глазастого демонюги оформляет. Ну и вы тоже можете, знаете, подписку, например, оформить. А я могу рассказать анекдот. Однажды Сократ спросил Пифагора о том, что такое нюанс. Арифметик, к сожалению, ответа не знал и подумал переспросить у самого отца истории. Но Геродот решил показать на примере. Говорит, мол, снимай штаны. Покажу. Пифагор, конечно, удивился, но штаны все-таки снял. И тут Геродот говорит, вот видишь, ты ничего не знаешь, и друг твой тоже ничего не знает, но есть один нюанс. Так что передай этому Сократу, что Петька с Иванычем только через пару тысяч лет родятся, а сам иди и так знаешь куда и что, поешь. У горемычного, понимаете, тоже есть нюанс. Глазастый пусть и поделен, но напоследок пару десятков стрелок он успел использовать. Поэтому туда-сюда, обратно, бим-бом-бум, бах-бах, пуф-пиф-паф. Танжера швыряла, кидала, бросала, ну и в конце концов все. Спустя кучу контрприемов для смягчения ударов, демон окончательно растворился. Что до второй с мечами, играет с Незукой в многомечи. Жаль, веселье продлилось недолго. Тамайо, представляете, свою чарующую магию крови использовала. Противницу заколдовала и вынудила имя Мудзана вслух назвать. А там, если не знали, эффект чудной. Проклятие, уничтожающее демона при произнесении инициалов господина вслух. Короче, поздравляем с успешным успехом. Жаль только, что парочка оказались никакими не лунными дюжинами, а тупо обычными статистами. Соответствующих символов в зрачках не хватает. Ну и кровь все равно вдруг что, мало ли, да, пригодится. Горемычная, кстати, защищала докторских демонов, потому что приняла за людей. Трогательно, душевно, душно. А по поводу путешествия, так у ГГ уже новое задание, отдыха 0. Еще и амбассадор кринжа прямо посреди дороги на коленях орет. Без шуток, серьезно. Тупо орет. Ладно, вру. Причина есть. Шумовой боится, что скоро откиснет, а потому нужно как можно скорее жениться на первой встречной. Сопли, слезы, слюни, слюни, сопли, мерзость. Еще и хронометраж каждой серии сократится вдвое, потому что с этого момента источник тотального кринжа будет генерировать шутки, которые я, естественно, буду скипать. Хорошо, посмотрите на эту тварь и запомните его имя. Зеницу. Между тем, задание привело ребят прямо к порогу особняка, около которого сидят, трясутся от страха пара ребенков. Их брата утащил внутрь демонюга. Обидно, досадно, благо помощь уже вот она. Прибыл в лицах двух истребителей демонов. Значит, пора вылетевшего из окна нежильца осмотреть, коробку для охраны деток оставить, внутрь войти, вошедшим следом бедолагам удивиться, порог переступить, звук барабана услышать, в другую комнату переместиться, разделиться, запаниковать, закричать, пойти выход искать, вместо этого кабанчика и носки найти, и, наконец, с барабанщиком лицом к лицу встретиться. Жаль, не с пианистом. Извините. Если по делу. Каждый удар по инструменту крутит, вертит комнату или проводит прямую атаку. Звучит просто, на деле еще проще. Только вращайся да уклоняйся, опора же никуда не делась, ладно делать. Потому что нельзя и негоже наступать на ни в чем невинных детей. Простите. Что до Зеницу, так там, оказывается, есть еще один демон, которого кринжовник успешно поделил на 0. Но понимаете,
понимаете, Шиз, когда спит, бессознательно мощно атакует, а когда бодрствует, орет. Смешно, да? Нет. А вот и мне не да. Второй амбассадор тоже, понимаете, времени зря не теряет, тоже успешно решил уравнение. Поздравлять или нет, решайте сами. А по части Танжера, так он успешно нашел ребенка, который бил в барабан, меняя комнаты местами. Тот самый потерявшийся брат. А стуколка у него от того, что животины здесь поссорились, и один из другого ударный выбил. Вон, кстати, владелец объявился. Если что, бывший шестой лунный демон. Мудзан разжаловал за плохое, понимаете, поведение. Ну а дальше все. Прыжки, увороты, танцы, боль от незаживших ран, вспомнившееся 10-е дыхание имбы и, собственно, сам... Да нет, конечно, никакого скилла не будет. Потому что флешбэк. Музыкант, оказывается, еще и писатель. Жаль, никому его литература не нужна, да и концерты тоже. Впрочем, кому не плевать. Главное, что Танжера таки приспособился к системе координат, вражину поделил и даже стихи и песни похвалил. Похвально, конечно, но пора и наружу выбираться, где, к сожалению, представляете, запах крови. А все потому, что Зеницу тупо терпит прямые попадания от Иноски, оно и ясно. Кринжовник не хочет отдавать на вычисление коробку, в которой сидит демон. Ведь ящиком дорожит Горемычный, а Горемычный звучит по-доброму, а тем, кому хочет верить Шиз, верит, и вот это все. Проще говоря, звуковые галлюцинации. Оно вам надо? Вот именно. Лучше чисто по-человечески все обсудить, объяснить и истолковать языком силы и тотальных скипов. Ребра кабанчику сломали, по голове ударили, очнулись, улыбнулись, помянули, Варуну встретили, пора на заслуженный отдых. Благо уже принимаются всеми почестями, одежду, еда, переоделись, поели, попили, покринжевали, спать уложились, про коробку спросили, Незуку увидели, еще раз кринжанули, кринж. В конце концов, ребятки выздоровели, значит пора на новую гору топать. В этот раз цель явно не единичная, да и делители туда уже отправили. Правда, не успели бедолаги к подножию ступить, как все ошизели и начали атаковать друг друга, а дело все в том, что кто-то сплел здесь паутину, а откисшими телами управляют удаленно. Значит, нужно виновницу, дергающую за ниточки, найти, на челкастого демона посмотреть, можно даже услышать. Говорит он что-то про семью и спокойную жизнь, в которую вмешиваются все, кому не лень. Ладно. По пути к цели ребятки даже еще несколько бедолаг встретили, попытались спасти, обездвижив броском на дерево, да только зря, все равно всем голову открутили. Что до Иноски, его забыли, что, конечно, не обидно и даже не досадно, потому что чем меньше кринжа, тем больше резни. Следующая как раз за очередной куклой, даже демонической. Правда, безголовой, но и то не беда. Скоординировались, отжались, отпрыгнули, раз-два и поделили. Почетно уважаемо, в честь такого можно даже в небо Танжера подбросить, чтобы он паучиху заметил, и все. Даже не больно, а приятно, потому что наконец мучения бедной демонессы закончены. И никто больше не будет на нее искоса смотреть, ненавидеть, бить, колотить. Поздравим, помянем, ура. Между тем Иноски малость поранился, но, как говорится, жить будет. А главного злыдня нужно искать дальше. Ну и представляете, Зеницу как раз нашел, к счастью, так, статиста на пауке. Говорит, мол, яд уже распространяется по телу кринжовника, и скоро молодой сам станет пауком. Обидно, досадно, но в честь такого можно даже флешбэк оформить. Дело было так. Когда-то бедолагу от рекетиров спас дед, по совместительству бывший столб, и стал тренировать внука. А потом, кто бы мог подумать, по чисто счастливой случайности в дерево, на котором отсиживался сопливо, попала молния. Волосы цвет поменялись, сильнее не стал, одним словом, слабый. Но мы-то с вами, да, в курсе. Так что по очереди отключка, включка, электрическая резня. Паук, к слову, в шоке, а я вот нет. Зато напоследок бедолага даже додумался замедлить дыхание, чтобы, понимаете, действие яда отсрочить, потому что, вон, видели, воробей куда-то улетел. Очевидно, за помощью. Двум другим шизам, впрочем, подмога тоже не помешала бы. А то глава семейства мощный, большой, прочный, с паучьей головой, и даже беда бедой, меч Горемычного не может плоть разрубить. Благо тут, как тут, на гору уже явились столпы. Оно, вы даже знаете, он столб воды. Вторая, Шинобу, столб непонятно чего, но если что, использует некое дыхание насекомого. Тем временем Танжера с Иноски продолжают танцевать с перекачанным пауком. Вон Горемычный даже деревом демонюгу прижал, и того лучше. Было поделил на 0, но нет, вражина, понимаете ли, оказался быстрее и ГГ подальше откинул. Чудным образом наш бедолага даже успел наставить товарища на верную жизнь против всего плохого за успешную удачу. Что до почти откисшего Зеницу, так его видно спасла Шинобу. А по части улетевшего Танжера, так он приземлился прямо рядом с семейной разборкой. Билет на шоу не покупал, а еще мямлит что-то про ненатуральные узы, фальшивые отношения и что братья с сестрами не режут друг друга. Ну, нет и нет. Ладно, зато еще одного зрителя можно порезать. И того хуже, голову кабанчику расплющить, потому что Иноски хоть и смог порезать руку противника, а тот все равно старую шкуру сбросил, стал сильнее и даже клинки надвое поделил. Без меча остается только скисать. Да ладно, вру. Сюда на помощь подоспел Томиока, деление выполнил буквально за секунду. Молодец. Горемычный, кстати, тоже катану какую-то нитку сломал. О, простите, мянем. Ладно, извините, вру. На помощь вовремя пришла Незука, правда, сама от такого совсем не в восторге и даже не в здравии. Как говорится, брат за брата, сестра за брата, а вот это все. Демоническая гниль от такого даже потерял дар речи. Но, представляете, те самые прочные семейные узы, к которым он так долго стремился. Значит, решено. Старая сестра не нужна, теперь хочет в родственники Горемычную. И не важно, что так не бывает, у демона все иначе, по принципу страха и принуждения. Так что, пока ненужная поделена на части и отправлена разбираться с неугодными истребителями. Новые уже захвачены и все, подвешено в воздухе, чтобы меньше возникало. Танжера в шоке, я тоже, деление к несчастью невыполнимо. Противник, судя по глазу, пятая луна, придется сложить все силы и бюджет тайтла в последний удар. И кто мог подумать, благодаря моменту вращения
ощущения, атаки даже стали разрезать нити, того глядишь, до шеи доберется. А там и флешбэк из детства с отцом оформится, танец огня вспомнится, дыхание поменяется, и даже больше, даже лучше Горемычная в себя придет, демоническую кровавую технику использует, обратно, то есть голову отсечет. Совсем не почетно и вообще не ладно. Потому что опять вру. Конечно, демонюга жив, потому что заранее сам себе отсек голову. Своими же нитками. Зато у Горемычных ни сил, ни способности дышать не осталось. И это все финита ля комедия. Благо, конец наступил для вражины, ведь Томиока вовремя подоспел, всю чудной техникой законтрил и деление и преступления выполнил. Одним словом, шлеппа. За такое можно и флешбэк из жизни пауков оформить, никакие они на самом деле не семья. Это Луна всех собрал и под свою дуду плясать заставил, потому что хотел вспомнить, почувствовать, прознать, что же оно такое теплое, близкие взаимоотношения и отцовско-материнские ролевые модели. Неугодных делил, послушных оставлял, и тут, понимаете, самая актерская сестра тоже оказалась бесполезной, какой-то не такой, проще говоря, кринж. Что до благосостояния беглянки, так она уже встретилась с Шинобу. Подружиться дамы не смогли, потому что врать о количестве жертв нехорошо. Наказание пара-тройка порезов чудным мечом. И вы представляете, тут оказывается, что демону не обязательно рубить голову или оставлять под солнцем. Есть же еще та самая чудная деревянная глициния, экстракт которой для гнилых ядовит, а столб насекомого, физичка, химичка и в подобных штуках разбирается. Впрочем, об этом чудном свойстве интегрирования еще даже когда-нибудь вспомнят. А паучьих обителей горы наконец-то все забыли. Ладно, вру. Нужно же еще флешбэк из детства твари оформить. Беренком он был хандрящим, на морозе от бессилия падающим, и вот однажды пришел Мудзам. Даровал сильную силу, все было бы хорошо, но если не одно но. Родители решили от сына избавиться, потому что людей есть нехорошо. А вышло наоборот. Вот Ничел и замкнулся в мечтах, история грустная, печальная. Танжера даже не плевать, хотя должно было бы. Тем не менее, времени на болтовню, удивления от встречи старых знакомых нет. Шинобу, понимаете, прилетела, чтобы поделить последнего демона на горе. Незуку, если вы вдруг не поняли. А это значит тотальная словесная резня между столпами, танцы, бегство, атака из-под тяжка от Канао, уменьшение Горемычной в размерах, тотальный захват и, наконец, орущее завершение задания Вороны, сообщающее о необходимости доставить Горемычных брата с сестрой в целости и сохранности. Значит, план простой. Лечение, поиск пострадавших, еще лечение, рассвязь, включение, подключение. И представляете, перед Горемычным стоит самый что ни на есть натуральные столпы. Танжера, кстати, о своем местоположении и том, кто перед ним стоит, не знает. Если вы тоже не знаете, кто такие вот эти вот столпы, так это самые мощные истребители, прямо как луны у демонов, только математики у делителей. Ну помните, деды тоже столпы, только на пенсии. А по поводу места, так это штаб-квартира щитоводов. А собрались все по важному делу. Нужно судить Танжера и Томиоку, которые нарушили устав и не дали поделить на 0 демонюгу. Как несложно догадаться, Хлоунад это еще. Все, конечно, поддерживают вариант с удалением провинившихся из бытия. Тут уже и очередной шиз пришел, еще и коробку с собой притащил, тыкает ножом, больно, обидно, досадно. Благо главный глава делителей Кагая прибыл, спешит все объяснить, рассудить. Оказывается, он уже давно признал Незуку и ее брата, никакой опасности, беды не видит. Ну и в принципе, извините, не видит. Тем более у Рокадаки Томиока поручили за Танжера. А в случае чего все трое даже помножат проспоренные животы. Спросите, как и кому это поможет, если Горемычная уже кого-то поделят? Все просто. Бремя доказательства лежит на отрицающем. Аргументов по сути нет ни у одной из сторон. А факт того, что бедолага никого за 2 года не укусила и даже пару-тройку людей спасла, говорит сам за себя. Впрочем, есть вариант с рыбалкой на живца. И что вы думали? Флэшбэк, радость, сопли, слюни, сопли, гадость, мерзость. От еды Незука отказывается, молодец, гордость партии. Пора и главное собрание столпов начинает, так что всем лишним придется покинуть место. Напоследок Кагая даже сказал Танжера что-то о Тамае, ну той самой врачевательной демонессе. Помните? Удивлены? Я тоже. А еще удивительнее то, что Зеницу выжил, и Носки тоже в добром да. Правда, немного тотальная депрессия, но это, как говорится, дело временное. Время, то есть, лечит. Делителей, в свою очередь, калечат. В смысле, участились скисания начинающих математиков, деды теряют тренировочную хватку. Еще и Мудзан активизировался. Обидно, досадно и очень прискорбно. Но глава на своих ребятенков надеется, верит и чувствует, что скоро они победят. Когда это самое скоро собирается наступить, не знаю. Пишите в комментарии. А ребятки тем временем пройдут пару десятков оздоровительных тренировок, кринжовых шуток и прочей шизы, которые благополучно, понимаете, скипну. Из того, что вам нужно знать, Танжера начал обучаться постоянной концентрации дыхания, чтобы смешно лопать керамические вазы. А одним тренировочным вечером даже случился душный диалог с Шинобу, который несет бремя сестры, желавшей жить в мире с демонами, но и загнили, и откисшей. Но все хорошо, что хорошо продолжается, потому что признание главы Незуки и пыточные потуги Горемычного явно хороший знак к тому, что все наладится. Ладно. Поговорили и все, пора продолжать трениться. Тем более уже и Носки с Зеницу тоже втянулись в процесс. Правда, сверстница бедолаг к ним в компанию не идет, потому что правильно, нужен флешбэк. Преемница Шинобу Канао в детстве была вообще никем и звали ее никак. Хуже того, ребенка когда-то умудрились выторговать за сущие копейки. А потом, представляете, ее спасли от беды, помыли, одели, накормили. Оставался только один нюанс. Бедняга молчала и ничего не делала, пока не прихожу. Даже голодала, несмотря ни на что. Коротко говоря, минус инстинкт самосохранения. Благо для таких дилемм появилась чудесная монетка, помогающая принять решение в трудной ситуации. Из важного, на замену сломанным клинкам героев выковали новые. Даже доставили абсолютно бесплатно. В придачу оформив пару кринжовых гэгов и повторно поломанный кабанчиком катаны. А
что до развития событий, герои уже выздоровели, а Танжера даже смог одолеть канал в спортивном состязании. Получается, пора отправляться на следующее задание, где даже можно будет подробнее узнать у столпа огня Ренгоку о том, что такое танец пламени, потому что сама Шиноба о подобном не слышала. Да и вообще, огонь и пламя вещи разные, потому что в вопросах дыхания нужна предельная точная четкость слов, переводов и трактований. Ну или наоборот, столб пламени, а танец огня, точно не помню, не знаю, простите. Из клиффхенгеров. Мудзан собрал оставшиеся 5 слабейших лун, чтобы за недоброкачественное исполнение обязанностей поделить гнилых на бесконечности. Впрочем, как-то так чудесно вышло, что один из шуешников Эмму даже был рад откиснуть по прихоти своего господина, за что получил лишнюю дозу крови прямо в вену. Проще говоря, левел-ап, усиление, вот это все. Плюс где-то мимоходом прошла бесполезная арка с монеткой Канао. Благодаря шизоидным действиям Танжера теперь ничего подбрасывать не нужно. Все можно решать по зову сердца. И здесь уже даже не я соврал, а сам автор, потому что задания ни по каким позывам сердца не убирают, куда пошлют, туда и едут. И дальше, ребятки, отправляются на чудесный поезд, о котором вы, возможно, даже слышали, видели, знаете. А если нет, ролик уже есть на канале. Посмотрите, покринжуйте, пожуйте, подпишитесь, полайкайтесь, покомментируйтесь, поанекдотитесь, подпишитесь на Бусти, пожалуйста, Телеграм, ВК, Дискорд. Пока.